Друзья, приветствую вас на канале Food Court. Я рад, что вы забрели на мой канал, и сегодня я вам покажу замечательный рецепт квашеной капусты. Капуста по-грузински. Еще ее называют гурийский рецепт. И в этом видео вы узнаете простой, легкий способ приготовить удивительную закуску. Ароматная, пряная, острая, удивительного цвета капуста будет на вашем столе. Так, капуста по-грузински. 3 вилка капусты, у меня здесь 5 килограмм. Такая спелая, жесткая, прямо такая твердая. Вот, она должна быть очень тяжелая, плотная. Да, 5 килограмм здесь. Да, значит, свекла. Свекла 800 грамм, морковки 500 грамм, 3 штучки. Значит, хрен, корень здесь 100 грамм. Вот, чесночок свежий у нас 80 грамм. И 1 острый перчик. Ну и сейчас я начну нарезать овощи. Корень хрена предварительно почищенный. Я нарежу вот такими небольшими слайсами. Чеснок я тоже нарезаю, так достаточно крупно. Из острого перчика я убираю семечки. Вот, и нарежу его на полоски, порублю очень мелко. Если вы хотите, чтобы ваша капуста была более острая, да, можете взять 2-3 перчика. На мой вкус одного будет вполне достаточно. Так, все, перчик я порубил мелко-мелко. И теперь у нас корень хрена, чеснок и перец готовы. Можно переходить к овощам. Вот такими крупными слайсами я нарезаю морковь. Так, теперь пришла очередь нарезать свеклу. Вот так на 4 части я разрезаю клубень и крупными тонкими слайсами ее нарезаю. Так, начинаем собирать.
У меня есть пластиковый контейнер, ведро на 12 литров. На дно этого контейнера я укладываю пучок свежей кинзы. Кинза – это та приправа, которая точно придаст кавказский оттенок этому блюду. Овощи, приправы, острый перчик и с капустой я буду перекладывать слоями. Качан капусты я буду резать крупными кусками. Кочерышку я вырезаю у вилка капусты. И вот такими крупными кусками, сохраняя их в целости, я начинаю выкладывать капусту ровным слоем в контейнер. Выложив один слой капусты, я порезал целый вилок. Я выкладываю следующий слой овощей. Вот так, заполняя контейнер слоями поочередно капусты, овощи и специи, я заполняю полный контейнер. Ну и в заключении осталось залить контейнер рассолом. У меня пластиковый контейнер 12 литров. Он практически полностью был заполнен капустой и овощами. Я взял 4 литра воды, довел до кипения, дал остыть и развел в воде соль из расчета 50 грамм на 1 литр воды, у меня пошло 200 грамм, и сахар 25 грамм на 1 литр, 100 грамм сахара. И этим рассолом я заливаю нашу капусту. Вот такая интересная, красивая закладка получилась. Теперь я оставлю этот контейнер при комнатной температуре на 3 суток. В зависимости от сезона, от температуры в квартире, на кухне, период ферментации может занять 3-4 суток. И вот прошло ровно неделю. 5 суток у меня капуста стояла при комнатной температуре, прохладно, 20, где-то 22 градуса. Появилась легкая пенка, и после этого я убрал ее в холодильник еще на 2 суток. Она настоялась, и вот посмотрите, какой прекрасный получился результат. Капуста прекрасно проквасилась, набрала цвет. Корень хрена придал такую резкость. В меру острая, хрустит. Морковь и свекла дали чуть-чуть сахар, вот эту сладость. Все прекрасно проферментировалось и готово к употреблению. Для того, чтобы капуста не перекисла, я буду держать ее в холодильнике.
Друзья, если вам понравилось это видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Оставайтесь на канале Food Court, будет много вкусного и интересного.